Всем доброй ночи. Друзья мои, я немножко уставшая, и голос у меня уставший. И хрипит. Вообще у меня голос всю жизнь как у курильщицы. Вроде никогда не курила, но вот голос такой связки, видимо, такие хриплые. Иногда становится по-разному. Но я не обращаю на это внимания, в принципе. Я думаю, что не в голосе дело, а в том, что я скажу этим голосом, да. Я могу быть Монсеррат Кабалье, там нежно спеть какую-то чушь, а может быть хриплым голосом я скажу то, что многих людей выведет из оцепенения, спасет им, может быть, психику, жизнь. Вот это самое главное, да. В жизни всегда цените настоящее. Как бы там ни было. Настоящих друзей, настоящие вещи, не дешевые. Потому что дешевизна, она, знаете, идет изнутри человека. Друзья мои, знаете, вот эта тема давно уже назрела для меня. Но я как-то думала, имею ли я право, смелость озвучить эту тему, поскольку вроде бы у меня возраст еще очень такой незначительный для Вселенной, да, для планеты. Но вы знаете, что люди силы, у них очень много информации, знаний, опыта, даже еще до жизни полученной, не в реинкарнациях, поскольку я уже про это говорила, что я думаю по этому поводу. Но сущность внутри ведьмы, она всегда имеет много переходов и, естественно, накапливает огромный-огромный опыт. И отсюда вот женщине, которой 35 лет, ой, не 35, вру, решила соврать. 37 скоро. Мама мия. 37 лет, да. У меня в голове просто засело, что 35 дней, и все тут ни копейки больше. Имеет, такое, знаете, уже, наверное, уставшую душу где-то, как 80-летняя бабка. Ну, нормально все, ничего. Как-то ко мне пришла женщина, и, видимо, давно, видимо, ей сказали там, как называют нас всех, бабушки, бабки. Говорит, а бабушку Ингу можно? Я говорю, можно, она перед вами стоит. Вот. Знаете, откуда эта тема возникла? Я как-то шла на кладбище по своим рабочим делам. Всегда прохожу мимо одной могилы, там молодой парень похоронен, разбился на мотоцикле, скорее всего. Поскольку я чувствую это все, конечно, там не написано, но я знаю, откуда это идет, да, информация, не буду сейчас особо углубляться. Так вот, он разбился, молодой парень, наверное, лет 25, где-то так. Все время проходила мимо этой могилы. Один раз смотрю, что сидит женщина. Сначала она там собирала цветы, сажала. Я видела ее несколько раз, я поняла, что это мама. А потом, знаете, прохожу и вижу, что она сидит на скамейке летом и читает ему сказку. Вы не представляете, такое ощущение, как меня обдали кипятком. Я даже не знаю, что я почувствовала. Жалость это или... Все во мне перевернулось просто. Это настолько человек должна быть душевно одинокой, настолько она должна одна переносить это горе, боль, настолько она должна тосковать. Это и из чувства вины, поверьте мне. Когда уходит ребенок, то мать всегда чувствует себя виноватой, чувствует, что она, может быть, не так любила, не столько дала внимания, да, как вот, например, падали самолеты. Если помните, был Калоев, осетин, этот мужчина, который просто сошел с ума от горя и убил как там этого человека звали. Не помню,
В общем, того, кто должен был регулировать полеты. Сейчас не помню эти слова замудренные. И когда спрашивали родителей этих детей, они говорили, что у них жуткое чувство вины, потому что сейчас вот с этого момента, когда они понимают, что уже не увидят его никогда, им хочется вернуть все и больше любить, больше ласкать, меньше наказывать. Потому что ты понимаешь, что это все уже безвозвратно потеряно. Пока человек рядом с нами жив, нам кажется, что это всегда будет так, понимаете? А беда приходит один раз. И после этого мать начинает терзать себя. Я не сберегла, я не сделала. Я должна была, я обязана была. Почему я не доглядела? И вот, видимо, эта мать, которая не дала своему ребенку столько тепла, сколько хотелось бы. На самом деле я не виню женщин. Сейчас мы, знаете, на выживание просто отпущены, да, и работа, и у тебя есть выбор либо сидеть с куском хлеба со своим ребенком, либо одевать его во все лучшее, дорогое. Дети эгоисты. Они действительно эгоисты, это доказанный факт. Когда мой сын и племянница, у которых просто все игры на свете, у которых столько сотен дисков, и мне звонят, говорят, что они решили диски продать, потому что места нет. Но в то же самое время, что им очень скучно, не знаем, чем заняться, по 3-4 планшета. Это чувство вины. Чувство вины сестры, мое чувство вины из-за того, что они растут без отцов. Там нам приходится работать. У меня сестра врач. Вот. И мы пытаемся это компенсировать материально, да, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался, чтобы он никогда не чувствовал, что он растет с мамой, чтобы он был во всем всегда обеспечен. И их друзья приходят играть в их игры, а они уже, им это все так надоело, и уже ничем не удивишь. У них чего только не было просто, и чего только нет. И все это разбито в мешках лежит. Все это выносится каждый месяц в сарай, и мама нас ругается, хватит ваши посылки уже. Вот. Для чего это делается? Это чувство вины, когда ты понимаешь, что ты меньше уделяешь внимания, когда людям другим ты больше уделяешь внимания. Я помню в школе, когда я преподавала, и мой ребенок мне сказал, ты чужих детей больше любишь, чем меня. Почему? Потому что я наказывала его, потому что я не могла делать какие-то поблажки ему как ребенку, да, а он ждал, что вот сейчас мама мне даст лучшую роль или там меня поставит впереди и все такое. А я не имела права, я должна была своим примером показать, что я ничем не отличаю его от других детей, то есть не обделяю. Конечно, я его люблю, это мой ребенок. Конечно, никто не заменит его. Конечно, я совсем по-иному о нем думаю, но при всех детях надо было показывать, знаете, так чинно, благородно, английскую холодность. И вот это чувство вины сопровождает нас всю жизнь. Мы всю жизнь пытаемся выбрать либо много внимания уделять близким, либо много материального им дать, и чтобы у них были лучшие одежды, вещи, и у детей лучшие игрушки. Вот не знаешь, что лучше, да. Проходит момент, и, может быть, ребенок начинает упрекать, что мало внимания. А если ты будешь сидеть с ними рядом сутками, и все будет хорошо, и много будет любви, кто его знает, не скажет ли ребенок, а вот у того есть, а у меня нет. Понимаете? Хотя иногда я говорю, что предпочтение лучше делать в сторону любви, потому что любовь, к сожалению, не вернешь. И вот эта женщина, которая сидела и читала сказку взрослому сыну погибшему, она у меня вот в голове осталась. До сих пор я все, не скажу каждый день, но очень часто приходит этот образ. Она не смирилась с потерей, не хочет смиряться. И, скорее всего, она себе, значит, дала зарок, она решила так.
Она себе внушила, что он жив, и она будет с ним говорить, беседовать, никуда он не ушел. Он все его время его ждет. Вы знаете, мы делаем иногда могилы просто место поклонения. Мой друг очень хороший человек, очень близкий друг, который единственный, наверное, человек, ну, в то время. Сейчас, конечно, у меня есть люди, которые могу назвать близкими, очень преданными друзьями. Их мало, но они настоящие. А мне много не нужно. У меня есть много приятелей, знакомых, но друзья должны быть избранные, прошедшие с тобой Крым и Рым и все на свете. Вот Лёша, мы с ним познакомились на этой битве злополучной. Когда, проходя мимо него, там была женщина из... Ну, в общем, она занималась индуистской практикой. Она не участвовала ни в чем, просто ее попросили, она пришла там, встала, увидела эту клоунаду, ушла. И я... Единственный плюс, что было из этой клоунады, да, что я познакомилась с Лешей, и он отличный человек, он отличный стилист, парикмахер. Он золотой человек, и он мне очень близкий друг. Валеры. И их брата Алексея тоже звали Валера. Вот когда мы с ним на битве познакомились, я просто там же сказала ему, что в течение 1 года, я сказала, через, наверное, 3 года, в течение 1 года из семьи уйдут сразу 3 человека. Так случилось. Сначала умер брат, потом мама, через некоторое время тетка. Ну вот буквально несколько месяцев друг за другом они ушли. И для человека было очень тяжело, конечно, это все пережить. То на сигареты, то на это. То есть до того довела, что этот человек, уже мужик 40 с чем-то лет, не хотел ни работать, ничего, потому что полностью был на обеспечении. Все ему делали. Он когда-то в молодости имел неплохие деньги, но шальные деньги как приходят, так уходят, сами знаете. И вот это поклонение, это постоянные походы туда, носить игрушки, носить какие-то сладости, все такое. Это все меня, вот знаете, наводит на мысль, и я попросила своего сына, что когда меня не станет, чтобы он меня кремировал и развеял мой прах над рекой, чтобы он забрал мой прах ко мне домой, на родину. Там река моего детства, речка, точнее, чтобы он там развеял мой прах, чтобы он не был привязан к могиле. Могилу чистить, могилу сделать, могилу ремонтировать, могилу там покрасить, могилу там то и это. Через некоторое время начинается, значит, власти города, мол, не ухаживайте, будем сносить или сверху захоранивать. Теперь несут люди деньги, это делают, то это заказывают. Зачем? Их все равно там нет, в этих могилах. Если мы идем туда ритуалить, дорогие люди, вы не сравнивайте с нами. Мы призываем эту душу туда. И то не всякая могила активна, не всякая душа приходит и не всякая душа слышит. Если не будет могил, мы по-другому их вызовем, собственно говоря. Это не проблема для нас, да? Но для простого человека это такое место поклонения становится чуть ли не смыслом жизни. Как пережить смерть близкого человека, как пережить смерть дорогого человека, ребенка, жены, дочери. Вы знаете, смерть разная, как и судьбы разные. Кто-то разбился. Вот внезапно сидит человек, звонят. Вы знаете, ваша дочь разбилась. Все, шок, ничего не понимает, потерялся в пространстве, просто из-под ног ушла почва. И при всем этом он должен думать, как похоронить, где найти деньги, где купить гроб, где сделать то. То есть ему даже некогда оплакивать эту потерю. Он должен срочно найти деньги, чтобы эти все манипуляции провести. Это одна смерть. Бывает, когда человек мучается. Мучается настолько долго и всеми силами пытаются оттянуть ему жизнь. А смысл? Когда я близкому человеку задала вопрос, который жизнь отца очень долго продлевал, он сделал все, чтобы его вот эта болезнь протекала безболезненно. Ну, буквально все. Он всего себя измотал,
можно сказать, он от себя отрекся, отказался, но он смог продлить ему жизнь и безболезненно продлить. И я спрашиваю, когда он умирал, обычно, когда больной человек просит есть, сладкое просит, хочет на полу спать, вот какие-то необычные просьбы у него появляются, это к смерти он скоро уйдет. Буквально на днях уйдет, может, тот же вечер уйдет. И он говорит, когда после всего, что он даже есть не мог, он попросил кушать, мол, чего вы меня не кормите? Я отвел маму в сторону и сказал, что он умрет скоро. И так и случилось, буквально следующее утро человек ушел, и я у него спросила, скажи, пожалуйста, вот какое было чувство? Горе, боль, какое-то что? Что может быть, да, поскольку, слава богам, мои родители живы. Хотел понять это ощущение человека, который теряет родителя. Он сказал, ты знаешь, у меня было чувство облегчения, что ему больше не будет больно. Это не радость, что он уходит, а просто облегчение, потому что я понимаю, что очень эгоистично тянуть и затягивать это все, когда он так мучается. Друзья мои, в разных культурах по-разному относились к потерям людей, в разных культурах по-разному хоронили. В Африке, если чью-то дочь съедал крокодил, то устраивали праздник, плясали, танцевали у определенных племен. Считалось, что крокодилы – это, значит, духи предков и духи очень богатых, зажиточных предков. Если дочь чью-то сожрал крокодил, значит, он взял ее замуж, и надо плясать и танцевать. В азиатских некоторых культурах венчают с мертвым человеком. То есть не успели при жизни пожениться. Женят с трупом, можно сказать. Обмениваются кольцами и так хоронят. Я считаю, что это, конечно, очень страшные, глупые ритуалы, потому что привязывать к мертвому человеку себя навеки. Если он не уйдет, то счастья ему не видать в любом случае в этой жизни. В африканских определенных племенах есть такой ритуал, называется половое очищение, когда после смерти мужа жена должна с кем-то из его родственников лечь в постель еще до похорон. То есть очищаться от своего мужа, оторвать себя энергетически от мертвого мужа. Ну, знаете, там, может, есть какая-то логика, но можно оторваться, не обязательно ложиться под кого-нибудь, можно и по-другому оторваться. То есть это тоже немножко такой, знаете, из ряда. Но мы их не поймем. У каждой нации, у каждого народа свои есть причуды, поэтому мы не можем ни судить, ни понять. Мы единственное, что можем, скажем, не следовать их примеру, если считаем, что это неправильно. То, что нет смерти, и смерть – это всего лишь переход в другое измерение, в другую жизнь. Многие говорят, что душа теряет разум, душа теряет память, все на свете – это глупости, это все. Все сохраняется и все есть в этой сущности. Наоборот, он вспоминает и до прихода на землю, что он был сущностью. Я же вам говорила, что много раз у нас ощущение, что мы здесь уже побывали, это видели. Это называется дежавю на языке науки. А на самом деле просто человек до рождения был сущностью. Он мог несколько веков наблюдать за тем родом, где он должен потом родиться. То есть ему могли разрешить это, если он был на особом положении. И он просто вспоминает эти места, что он уже здесь был. А он действительно был, только уже в бестелесном состоянии. Тогда еще был. Смерти нет, есть переход. А если нет смерти, то чего оплакивать? Уход человека. Самое обидное, это когда человек умирает в страшных каких-то мучениях, когда есть убийство, когда есть издевательства и пытки, после чего умирает, да. Сейчас очень много появилось кадров вот этих публичных казней. Конечно, когда мать не видит, может быть, ей не может, а наверняка ей очень больно и тяжело, но когда она видит это все, видит, как резали, убивали ее ребенка, конечно, это ужасающая сцена, которая всю жизнь будет перед глазами. Эта женщина никогда не будет счастливой. Это 100%. Она с радостью бы поменялась с ним местами, лишь бы его оградить от боли. С появлением техники человек как
его сущности есть и было всегда тысячелетия, да, не очень чистоплотное и доброе, стал использовать это, опять же, во зло и себе, и другим. Показываю боль, наслаждаясь болью другого человека, другого создания. Когда человек наслаждается болью, он не человек. Только тот человек, который может понять, представить мучение других, вот тогда он может себя назвать человеком. А до той поры или после того, что он сделал, уже человеческого в нем нет. И всегда помните, что более страшная участь не у жертвы, которого зарезали, более страшная участь у того, кто это сделал. Потому что он такое проклятие навел на себя, на свой род. Он такой груз на себя взял, и неизвестно, что после смерти с ним будет. Я уже говорила про ад, но ада как такового, вот это жарить на вертеле, не существует, но есть неупокоенные души, которые бродят веками, тысячелетиями, и для которых нахождение в нашем мире физическая боль просто для них. Вот почему на фотографиях, когда выходят души, сущности, да, у них всегда гримаса боли. Они никогда не выходят красивыми, но это редкий случай. И то, может быть, это не бродячая душа, а может и страж, просто которого мы принимаем за душу. Да. Мы можем предполагать, 100% мы говорить не вправе, не можем. Только обманщики какие-то, мелкие людишки могут на 100% утверждать, что вот это вот так, вот это так чувствуется. Мы можем предполагать, еще раз говорю, исходя из опыта поколений. Даки хоронили, когда мертвых, они смеялись. Знаете, такая улыбка дака есть. Перед смертью улыбались, улыбаясь, умирали. То есть это зловещая улыбка дака, то, чтобы не порадовать врагов и чтобы показать, что они ушли из этого мира мучений. Друзья мои, каждая душа приходит сюда, и каждая душа уходит тогда, когда его срок наступает. И мы не в силах ничего с этим поделать и помешать, если его время пришло. Если не пришло, его отправят куда-нибудь, то очистят, то помогут, то вернут с того света. Значит, он еще должен был жить. А если время человека пришло, мы можем себя винить. Мы можем говорить о себе все, что угодно. Это лишнее и ненужное. Не мы решаем. Если бы он не погиб тогда, когда мать отправила его, скажем, за хлебом, то погиб бы другое время, понимаете? Но он бы ушел, потому что его время пришло. Мы видим авиакатастрофы. Это очень страшно. Но, к сожалению большому, на самом деле эти люди, они должны были уйти. Просто их собрали воедино в одном месте. И самолет упал. Бывали случаи, когда во время авиакатастроф выживал человек. То есть как лишний оказался там, не к месту. Это о чем-то говорит. Когда все падают с такой высоты и разбиваются, а кто-то нет. Женщина была, которая была, по-моему, в рекорде Гиннесов зарегистрирована, что 4 раза она спасалась от авиакатастроф. Вы представляете, что это такое? Не пришло время человека, и хоть ты тресни, не уйдет он. А когда приходит время, к сожалению, винить себя, что мы могли что-то сделать, и мы ничего не могли бы сделать, его должны были забрать. Кроме того, еще большой вопрос, кто счастливее, дорогие люди? Те, которые ушли и освободились от этого полного боли и разочарования мира, или мы, которые до сих пор здесь находимся, вынуждены жить, по-другому не могу сказать, вынуждены жить, потому что большая часть нашей жизни – это страдание, и малая часть какая-то такая, знаете, как подачку кидают нам, такое маленькое счастье за что-то, за то, что мы, например, отдали половину своей нервной системы, и нам вот дали там вот презент какой-нибудь, хорошую работу. Или мы отдаем там всю свою энергию, силу и валяемся потом в постели несколько дней. А нам за это красивый подарок из Италии, из серебра. Да? Ну вот, собственно говоря. То есть нам дают,
нечто, но за это берут 100 раз больше плату. Если человек мучился, стоило ли продлевать его жизнь, стоит ли плакать, что он ушел? Может, наоборот, нужно вздохнуть с облегчением, что ему не больно. Если вы хотите быть духовно близки с этими людьми, то вы знаете, что родные души, они всегда рядом с нами. То есть я не имею в виду, что они рядом ходят, но они нас видят, они могут прийти по нашему зову. Я уже вас учила, как попросить у мертвых совета, да? Не нужно злоупотреблять, нужно знать всегда, что у потустороннего мира есть свои законы и каноны, и поэтому их нарушать тоже нельзя. Но часто люди, которые ушли, люди близкие, родные, друзья, знакомые, неважно кто, они приходят во сне, они с нами говорят. Мы чувствуем, что вот просто присутствие, чуть ли не физическое присутствие, даже запах ощущаем в комнате человека, который нам был близок и ушел. У нас связь не прерывается, люди дорогие. Никогда. Они уходят туда и ждут нас. Когда-нибудь мы туда пойдем и соберемся всей семьей. Понимаете, вот это звучит, может, смешно, но смерти бояться не нужно. Люди не боятся смерти, люди боятся пыток, люди боятся мучений, да, мучительной смерти, люди боятся стать для кого-то обузой. Вот чего боятся люди. Не смерти. Если человеку скажешь, ты знаешь, вот за секунду тебя не станет, ты согласен? Я думаю, что очень много людей скажут, ой, давайте, я так устал. Я просто уверена в этом, особенно в наше время. Это не пессимизм, это говорит о том, что в человеке не страх смерти силен, а страх мучений, страх неизвестности, куда я попаду, а куда я иду, а что со мной. Вот именно поэтому и есть религии, да, которые основаны на запугивании, которые основаны на чувстве вины. Вот Христос за нас помер, а ты вот так говоришь. А чего он помер-то? Это же был большой великий театр, если он действительно помер, да, скажем так. Чего? Если он помер, он должен был умереть. Если он ушел и вернулся, а сколько мучений люди проносят, не будучи Христами, как их режут на части, а их мучение не считается? Ну да, их мучение не искупает человеческую вину, а мучение Христа искупило. Хорошая легенда. Как знаете, когда я смотрела такой карикатуру, когда, значит, в Эдемском саду змея пытается соблазнить Еву, и тут Адам, значит, бросается на змею, взял, задушил, выкинул в сторону, и Господь Бог говорит, да твою дивизию, ты же весь сценарий испортил. Вот и все. Собственно говоря. Хорошая, знаете, такая церемониальная такая жертвенность, да? Вот на этом строится религия и на страхе смерти. Если бы не было у религии ада и рая, то никто бы туда не ходил и не верил. Вот это единственное, это просто столпы религий, которые держат их. Ад есть, бойтесь, покайтесь, несите денежки. Рай есть, несите денежки, бойтесь, покайтесь, покоритесь, и будет вам там очень хорошо, вечно там будут, значит, брончать на этих арфах, кричать сутками, там петь дифирамбы Господу Богу, а в аду так плохо, там все курят, пьют, матерятся, туда не надо. Мне кажется, если бы был ад, если бы я туда попала, то черти бы просто убежали бы за пару секунд оттуда. Ад бы опустел. Как сказал Шекспир, ад пуст, демоны все здесь. Вот, так что не выдумывайте. Кроме того, человек в своей жизни, пока он живет, он проходит такой ад, что никакому сатане не снилось. Согласны? Душевные мучения, физические мучения, увечья. С этим всем надо жить, быть сильным, спокойным, уравновешенным. Да? Чем выше человек поднимается, тем больше желающих закидать камнями. Почему? Потому что я так хочу. Принцип у меня такой. Почему она вот может, а я не могу? Поэтому я ее ненавижу. Вот так вот. Пусть сдохнет. Потеря – это, знаете, такое чувство, как будто опустил весь мир. Словно тебя оторвали часть тебя.
Я не буду говорить, откуда я это знаю. Если я о чем-то говорю, беру на себя такое право, да, о чем-то говорить. Поверьте мне, что я говорю все из собственного опыта. На какую бы тему я не снимала ролик и не говорила с вами, это все из собственного опыта. Ну, не летаю я между там этими галактиками, ну, извините меня, вот такая. Не летаю, и Мерли меня за руку не водит, там, не показывает всякие черные дыры и реки смерти. Оттуда я не вылазю, и не всякая там хрень мне не показывает, как в кинематографе голливудском. Нет у меня такого. Я считаю себя человеком, простым человеком. Пусть у меня там какие-то знания больше. Ну, по крайней мере, я живу пока в теле человека, и все это прошла. И все, что я вам говорю, это все имеет место быть, это все пройдено, проплакано мной, и я знаю, что я говорю. Это абсолютная пустота. Уже человек не чувствует ни боли, ничего не чувствует. Такое чувство, что внутри него просто, вот, знаете, выковыривают вот яблоко, да, это сердцевину. Вот то же самое сделали с ним. Ему становится в какой-то момент безразлично все. Что будет, как будет, чего там завтра. Потом постепенно начинает просыпаться горе. Если кому кажется, что горе просыпается в тот же момент, когда человека теряют, очень сильно ошибается. В этот момент не ощущает человек, не понимает, что произошло. Он на просто автопилоте. Похороны, плач, родственники, соседи, все это поддержка, все рядом, толпа, ты не один. А вот когда все отходят в сторону, и человек сидит на кухне ночью и понимает, что он остался один в этом мире. И та, с которой шутили, разговаривали, та, с которой делили очень многое, я не говорю уж о интимной жизни, которая немаловажна с любимым человеком, нету все. Вот как мираж, знаете, исчезает. И человек задает себе вопрос, а был ли вообще этот человек в моей жизни? Он так, как мгновение это ушло, что словно его и не было никогда. И вот эту пустоту нужно заполнять только одним. И нужно жить только ради чего, скажу сейчас. Потому что таким людям, когда задаешь вопрос, жить надо, они говорят, а зачем? А смысл какой? Может быть, не вешаются, не стреляются, они сильные личности. Не все же суицидники, но по сути внутри них жизнь умирает. Можно сказать, что они так уже умирают. Они умирают вместе с тем, кто ушел. Одно дело похоронить бабушку, деда, которые уже взрослые люди, и как бы ты уже знаешь, ты уже готов к тому, что когда-нибудь их не станет. Другое дело хоронить близкого человека. Любимую женщину, мужа, сестру, дочь, сына, неважно. Даже со смертью родителей смиряться легче, чем со смертью своего ребенка. Вы же понимаете это. И единственное, что можно пережить и наполнить эту пустоту тем, во-первых, что они отмучились, ушли, им не больно и не плохо уже. Они ушли куда-то в лучшее место. Знаете, недавно в Персии должны были казнить преступника, убийцу, который молодого парня пырнул ножом на улице во время драки. Его держали 7 лет, в общем, апелляции и прочее. И уже, когда вывели на казнь, связали глаза, там вешают. Его мать без сил упала, она молилась, умоляла родителей того погибшего парня простить ее сына. Ее мать упала. И в этот момент, когда уже подвели его к веревке, он начал кричать, подходит мать жертвы, дает ему пощечину так звонко и говорит, что она его прощает. Впоследствии, когда спросили ее, почему она это сделала, она сказала, мне сын приснился и сказал, мама, за меня не мсти, я в лучшем месте, чем вы. И она решила, что пусть этот живет, потому что, оказывается, там лучше, а я его туда отправлю, не хочу. Она решила его наказать жизнью, представляете?
И поэтому всегда задумайтесь, когда-нибудь вы должны жить ради того, чтобы когда-нибудь встретиться с человеком близким. Чтобы иметь право быть с ним рядом на одном измерении, вы не должны с собой ничего делать. Иначе вы это право можете потерять. Я не проповедую вам как поп, что самоубийство – это плохо и так далее. Нет, но в любом случае душа не может пройти определенные измерения и, может быть, некоторое время будет маяться и искупать эту вину, потому что он не имеет права свою жизнь заканчивать. Как бы там ни было плохо. Вы должны жить, чтобы помнить его, чтобы ради его памяти что-то сделать. Как была английская герцогиня, которая после смерти ребенка своего сына открыла огромную клинику